Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, вечное тело в душе человека. В данной теме я показываю, что технология, вообще говоря, построения вечного тела содержится в вечности души человека. И так же, как Бог построил свое тело, первично создав как бы предшествующую информацию, то здесь технология фактически та же самая, что Бог, создавший всю реальность как бы в едином уровне управления, так скажем, где физическая материя, информационная, так скажем, материя с точки зрения человека, это все-таки единый уровень управления для Бога, то, идя, например, обратным уровнем к восприятию Бога, можно увидеть, что душа человека фактически содержит всю технологию вечности, так как душа – это есть действие Бога по уровню создания вечной реальности. И в связи с этим, рассматривая таким образом душу человека, мы можем вполне увидеть, что технология именно организации вечного тела содержится в том, чтобы в принципе само тело человека воспринимало действие души, при этом как бы в реальном времени. То есть если в какие-то периоды человек, например, взаимодействует с внешней реальностью и как бы периодически работает с точки зрения восприятия своей души, то в данной технологии нужно прежде всего рассматривать душу как некий маяк, который находится перед человеком в плане действия, хотя реальная душа находится в человеке, например, или в какой-то области управления, в общем-то даже на бесконечном удалении от человека. И здесь нужно сконцентрировать так внимание или концентрацию жизни своей или вообще говоря жизни даже может быть внешней, какого-то растения, просто понятие жизни сделать настолько активной данную концентрацию, что восприятие знания, именно тех знаний вечности, так скажем, структуры построения души, сущности построения души, именно того уровня, который исходит от самой души, чтобы эти все явления, так скажем, они были таковы, что человек в реальном времени смог бы понять как бы язык души. То есть он должен увидеть, что то, что делает душа, его же самого, это есть, в общем-то, синхронизированное знание. То есть тело в реальном времени воспринимает свечение так же, как если бы параметры бесконечности действия души были бы опознаваемы как бы элементарное действие. Например, человек с помощью физического тела или физическим телом воспринимает какие-то элементы реальности в интервалах времени. То есть какой-то текст читается какое-то время, запоминается и так далее. То есть есть какие-то скоростные характеристики действия. С точки зрения действия души, действие, вообще говоря, бесконечно и локально. То есть в проявление, как в оптическом выражении, динамики души есть действие конечное, то есть человек может воспринять данное действие, и одновременно в данном действии проявлена сущность души, это бесконечная величина и вечная величина для самого же человека. То есть душа более всего понятна человеку, то есть его собственная душа. И поэтому понять технологию, только синхронизируясь с душой, достаточно просто. Для этого нужно фактически именно уровень такого действия, где скорости имеют определенную величину, скорость восприятия человека, синхронизировать с бесконечной скоростью души, зная, что душа – проявление Бога. То есть душа создана Богом, в принципе, материя души – это есть то, к чему Бог прикасался изначально. И поэтому передаточное звено, то есть этот шлейф соприкосновения, он виден достаточно прозрачно, как только вы начинаете данную технологию разрабатывать в применении к вечности тела. Тогда получается, что в принципе, в общем-то даже к вечности события, в выделении какой-то узловой точки событий. То есть если в событии, и причем в нужном вам событии, там, где цель управления совершенно проявлена, вы, например, делаете событие вечным, то событие все равно осуществляется.
здесь ваш личный мотив сразу виден, почему Бог создал человека совершенно свободным, что как только человек своим действием организовывает свойства вечности какому-то центральному элементу события, то он не, например, реагирует или там, не способствует осуществлению вечности для там, неблагоприятных событий. Получается, что это событие приобретает сопоставимое свойство с действием человека, с его мышлением, да, и оно тогда осуществляется. Но, конечно, не в каком-то там неопределенном времени, а просто свойство вечности продвигает события часто вообще в точное время осуществления. Буквально до часа, секунды там, и так далее. И поэтому получается, что вечность — это, вообще говоря, точная величина в измеряемом уровне времени. И здесь получается, что то же самое. Измеряемая координата, там, скорость восприятия информации, там, зрением, слухом, да, какими-то уровнями чувств, для человека это величина как проявление вечности, по аналогии просто. И отсюда, получается, нам достаточно просто взять и рассмотреть как бы фрагменты фактически управления, создав, ну, по типу как бы вот песочных часов некое такое сопло, где в элементе сужения, с одной стороны, конечное действие, с другой стороны, бесконечное. Значит, сужение виден сам человек. То есть человек и есть переход между этими величинами, по сути. Но тогда, получается, другой-то величиной опять же является сам человек. То есть вот это сопло, которое как бы часть, да, вот этого конуса, которое ближе к человеку, это опять сам человек. И вот здесь, получается, человек начинает двигаться к самому себе, он начинает саморазвиваться. Так же сделал и Бог в свое время. Он создал неуничтожимую вечную систему, потому что он пришел к себе фактически. Ну, говорят, что там путь к себе — это определенный уровень резерва, познания, управления и так далее. На данном уровне это видно технологически прямо в геометрических фигурах конкретно. И когда мы, например, смотрим вот этот конус как бы с внутренней стороны, да, то есть наше сознание позволяет не только видеть конус, там, нарастающий уровень прочности человека, но и видеть, что внутри, внутреннюю стенку конуса. То как только мы попадаем внутрь, мы видим бесконечность, но воспринимаем ее физическим как бы зрением. То есть зрение мышление или зрение духовное становится таким же, как зрение физическое. Все равно, что человек смотрит на небо физическим зрением. Тогда понятно, почему внешний мир создан бесконечным. Логически понятно, он иначе не может быть как бы сконфигурирован в плане именно создания вечности тела, души, мира, да, в целом. И тогда внешняя система мира, она практически тоже ясно, что она бесконечна. То есть она значит вечна. Бесконечность как характеристика вечности. И отсюда понятно, что нет никаких там вариантов, например, концентрации, каких-то излишних, там, каких-то коллапсов там, и так далее. Ну, существуют там некие физические понятия там, коллапсов материи физически на каком-то удаленном варианте, но они существуют только как теоретические модели. И доказать, что этот коллапс действительно не фракция света, а физический коллапс, это можно только умозрительными методами. Ну, примерно, если мы рассмотрим, если предположить там вариант там, такой, как увеличение как бы гравитации до того уровня, что идет мощное сжатие материи. Но тогда, получается, мы можем управлять этим явлением, потому что мы знаем, что с другой стороны, в принципе, все равно сама материя при любом сжатии. И получается, что мы приходим как бы к божественному смыслу любого явления, то мы здесь начинаем познавать вот этот уровень максимальной концентрации, что он означает, значит, вот с точки зрения того, что у каждого элемента реальности есть некая информация. И мы здесь видим универсальный уровень перехода, что, например, душа человека для человека, да, соответствие, то что есть аналогия или подобие, ну там для камня, дерева, молекулы. И мы начинаем видеть универсальный некий язык, значит, да, то есть начинаем понимать явление реальности, так как Бог понимает все сразу. То есть мы переходим как в поле деятельности, где с точки зрения человека, как вот воспринимает Бог. То есть человек начинает в своем восприятии, фактически работой по такому методу, организовывать фактически восприятие такое же, как у Бога. Но когда вы, ну, в данном случае только разница в том, что для человека это фрагмент восприятия, то есть человек может видеть конкретный фрагмент, Бог видит все одновременно. Как вот эту часть как бы осознать и перейти
к пониманию одновременности видения, да, и действия Бога. Здесь работает та же самая модель, но она тоже близка к конусу, но она здесь уже как бы ближе к уровню вложенных систем, как некая матрешка там. То есть много конусов, но работающих по одному и тому же принципу. Тогда понятно, почему тело человека там жесткое, фиксированное. Значит, почему, например, если поставить вопрос, вот почему есть явления реальности такого типа, что есть нефиксированный, там ветер, какие-то вот дискретные явления, да, воздух, значит, некие там газообразные среды, а есть там жесткие системы, например, тело человека. Здесь получается, что вот именно фиксация как бы в жестком варианте, это есть то, что как бы светооптика, скажем так, души человека, вот там вот этот серебристый яркий свет, который видит Бог через зрение человека, физическое зрение человека, значит, это есть то, что, во-первых, видно, Бог видит, и человек часто сам наблюдает, как он строит мир сознанием. Например, в логике мышления человек делает какой-то проект, и этот проект реализовывается в виде здания. То есть человек считает, что он вот продумал какую-то мысль и построил здание или там какой-то объект, да, материальный, самолет и так далее. Так вот, когда он продумывает, он вступает в контакт с Богом, ну там некие творческие идеи, и поле вот, выявления контакта с Богом, это есть поле, где вот здесь вот человек впервые сталкивается с вечностью души и тела в восприятии Бога. То есть Бог воспринимает душу и тело одновременно и одновременно вечными. То есть Он воспринимает так, как воспринимает себя. И когда вы начинаете видеть, что есть путь восприятия Бога, то есть Бог воспринимает себя, Он таким становится, то здесь получается, что человек таким тоже становится, то есть вечным, да, человеком, когда он следующую как бы творческую идею, по аналогии, видит в неразрывной связи между действием и управлением, то есть созиданием, например, там, создание самолета, да, должно контролироваться сознанием на всем уровне развития, да, или какого-либо элемента реальности. То есть это развитие там, управляющего ясновидения, развитие фактически духовных уровней там, созидания. И получается, что здесь он тогда приходит как бы в строгую конфигурацию души, которая создана по аналогии, в общем-то, к той ситуации, или вообще говоря, по аналогии к действию души Бога. И по большому счету, это, вообще говоря, конечно, точная аналогия души Бога, но она имеет уровень, здесь даже термин такой не следствие, а уровень, значит, как бы локального сопоставления. То есть, так же, как человек с точки зрения своего тела воспринимает душу в оптическом выражении, также Бог воспринимает душу человека. И получается, что, исходя из этого, поле событий формируется достаточно просто, по крайней мере логически. Ясно, что тогда, значит, для того, чтобы, значит, фактор, что ли, развития в сторону вечности, да, для Бога в человеческом понимании был проявлен, он должен сделать так, чтобы рассмотреть тело человека вечным уровнем. Потому что вечная душа дает вечное развитие тела. А здесь, в общем-то, по аналогии, как бы даже не какой-то там обратной аналогии, даже, в общем-то, не аналогично напрямую, но вот линия, самонаправленность мышления показывает, что здесь самый как бы простой вариант действия в том, что логически это даже понятно, что вечное тело человека это есть определенный уровень развития Бога. И в интуитивно как бы личностном понимании получается, что вот то, к чему стремится человек с точки зрения познания вечности души, а следовательно просто вечного развития своего, для Бога это есть вечное тело человека. То есть Бог стремится к тому, чтобы познать вечное тело человека. Но ведь познание или там создать, да, фактически, но уже с точки зрения человека. Вот здесь мы переходим на уровень создания физической материи вообще, как таковой. Потому что как только мы переходим на точку зрения человека, человек должен тогда осознать там платформу, землю, воздух и так далее. Там продукты питания
И тогда получается, что в принципе вот, ну, человек может действительно вечно жить, например, там, не питаясь, а используя только генерации там, собственной души, но для этого он должен, чтобы это было системным уровнем, он должен это научить всех. То есть аналогия понятна. Когда платформа для всех едина и действие едино, импульс один. Если импульс рассеивается, кто-то не научился, то пока он не будет сконцентрирован, мы не достигаем концентрации обмена информацией души и тела, то есть однотипный, да, уровень. Там одни скорости процесс обменов информацией, и здесь должны быть одни и те же. Но этот эффект можно достичь, вообще говоря, внутри клетки человека. То есть не обязательно часто там долго ждать, пока все учатся, можно эти элементы уже применять, но для этого нужно просто войти как бы в информацию клетки человека, рассмотреть высокоскоростные движения, там, например, атомного ядра. Ну, если человек там не знает физику, или вообще, например, рассмотрит такую ситуацию, что мы не рассматриваем понятия, известные, вообще говоря, в физике. У человека есть только там личное зрение, и он считает, что вот как-то же эту ситуацию надо решить, пока все получают образование, пока все организовываются, все равно нужно каким-то образом этот механизм использовать, чтобы применять там практически, да, с пользой причем для всех. И это, кстати, мощный уровень именно макроспасения, потому что если один человек в автономной системе сделает подобное тому, как делает Бог, то он дает знания, вообще говоря, всем, своим как бы личным прорывом. И здесь получается, что вход в систему управления, то есть внутренняя как бы локализация действия, это проход через кожу человека, своим мышлением. То есть мышление должно быть таким, как если бы было это вещество. То есть, ну, человек втирает крем или там воду в кожу, да, вода фильтруется или там некий крем, ближе это как бы вязкая вода, так скажем. Втирается, значит, ну, там, в кожу, предположим, кисти человека. И тогда получается, что как только происходит там механическое втирание, мы видим, что человек способен неким действием войти внутрь своей собственной системы. То, что находится как бы под кожей, да? Значит, или он там способен что-то съесть, например, да, внутри, поместить некий объект информации внутрь, который, ну, там, полезен для здоровья, он как бы, получается, удовлетворяет условиям его там вечного проживания и так далее. И вот когда мы эту способность видим, мы понимаем вообще, для чего тогда люди в принципе едят, да? Система взаимодействия внешнего мира по данной технологии с элементами как бы внешней среды, то есть скорость всего бесконечного мира он делает адаптированной к себе. То есть в этом случае он получается, что значит, съедая какую-то еду, он просто балансирует скорость взаимодействия. И если человек научится балансировать это путем своего сознания, ему не обязательно тогда, получается, есть, или там, по крайней мере, уже человек, который находится в обществе, где не все пока этому обучены, но, по крайней мере, уже можно минимизировать, да, например, питание, если он захочет, конечно, человек. Но есть один критерий, пока все не научатся, получается, есть все равно надо. И здесь вот как бы мы постепенно попадаем в то, что внутри тела человека, человек попадает фактически в автономную систему, так же как Бог, который создал мир, он находится внутри мира, который фактически воспринимается как его тело человеком, в том числе как действие тела, да? Значит, следствие тела. Ну, при условии даже, что есть физическое тело единого Бога, внутренняя система и внешне воспринимается как его все-таки действие, то есть как бы продолжение тела в плане там развития и как бы некого такого волевого действия или там интеллектуального с точки зрения человека, некое проявление следующего интеллекта. То есть человек считает, что Бог как бы, ну, там, подумал, проявил интеллект и что-то возникло. Хотя для Бога что восприятие, что интеллект, что действие, это в принципе все равно одно и то же. Он же из одного явления рождает другое. Получается, что по аналогии с этим человек в принципе внутри себя всегда может справиться с любой задачей, которая внутри находится, да, внутри физического тела. И исходя из этого, вот самая простая модель управления, физическое тело находится в том месте, где находится душа человека. Даже причем не наоборот, то есть мы не душу двигаем, да, как бы внутрь тела заталкиваем, а как бы мы конфигурируем в пространстве управления положение физического тела.
И тогда получается, что абсолютная координата, ну, в которой изначально находится душа, она остается такой, но мы берем и как бы концентрацией внимания держим тело в этой точке. И когда мы достигаем, ну, как бы синхронизации, да, в области оптических параметров управления, то возникает такой вот бесконечный как бы свет, он начинает окутывать тело, тело начинает там свечение определенные там как бы реализовывать, да, и причем это часто видно, даже можно видеть там в сумерках, например, или при активной работе, это можно физическим зрением воспринимать. И вот этот элемент, когда Бог воспринимает через физическое зрение человека, значит, ну, как бы дает вот именно ответ, почему именно Бог создал физическое зрение. Потому что как бы внешний мир, как система перехода, компенсации бесконечной внешней информации и внутренней системы, это есть первый уровень вечности Бога в реализации как бы всеобщего действия. И получается, что исходя из этого, здесь достаточно просто и четко проявлена система, значит, следующая, что если, например, взять длину пути там, света от какого-то там удаленного дерева, вообще объекта какой-то реальности, любой, причем не надо даже объект как бы конфигурировать или его представлять. Вот свет идет, значит, в глаз человека, да? Ну, фиксируем несколько точек и смотрим, как человек воспринимает, он что, сначала первую точку, на самом деле он как воспринимает одновременно с точки зрения человека. И получается, что то человек не выделяет, что сначала он воспринимает первый элемент света, второй, для него все как бы в реальном времени существует. То есть у человека в физическом зрении заложен элемент адаптации бесконечного или размноженной информации как бы в единое целое, да, в одну как бы статичную картину восприятия. Ведь в принципе Бог же мог дать такое управление, что человек просто бы управлял, все осознавал, но он же создал физическое зрение. И получается, что это как раз-таки уровень перехода, вот, где фактически душа, именно душа человека, учится телу показывать его вечный путь развития. То есть вообще в душе на самом деле знание всегда есть, но понятие обучения души — это как бы адаптация души и тела. То есть тело как часть души, человек, физическое тело, но это как бы логически понятно. А вот с точки зрения чувственного или там управляющего уровня, где это переходит уже в механизм, да, в систему управления, здесь можно сказать, что на самом деле как бы с точки зрения вот этой технологии, где мы рассматриваем именно вечное тело в душе человека или там в системе, значит, восприятия души человека, мы видим, что здесь фактически вот разница, ну, как бы между душой, да, и телом с точки зрения Бога, вот именно такой вот разница перехода физический уровень, не физический, с точки зрения Бога здесь нет, здесь есть только осуществление события, которое, например, делается или душой, действием, да, прямого управления. То есть можно взять и вылечить дистанционно, не обязательно там кому-то назначить какой-то препарат, да? Это же действие души, а результат все равно есть. Или там продиагностировать систему. И, одним словом, духовное действие в моей именно практике моего учения — это просто личностное, по сути, действие. Где может быть и действие, в принципе, физического тела. Но что там спасет самолет? Либо человек подошел, там, закрутил какую-то гайку, ну, условно говоря, или он сделал диагностику с точки зрения вечного развития, где развитием является созидание, то есть созидательное развитие в бесконечном будущем, для Бога, в принципе, разницы нет. С точки зрения логики развития событий. Не как вот Бог с точки зрения там, личностного проявления в виде человека, да? А просто вот в абстрактном понимании, с точки зрения вообще логики вечного развития. Тогда получается, что раз так, то у Бога существует уровень восприятия, где есть только действие. То есть вообще нету там, по сути, даже нет уровня как таковой вот сформированной материи. И вот когда в этот момент человек входит, он видит, что формирование вот именно материального уровня, то есть формирование материи, это фактически
стремление, значит, к вечности Бога, то есть фактически как у человека, это подобно очень, это в общем-то достаточно далеко, но подобно в определенных аспектах. Это стремление Бога к себе. То есть, значит, здесь получается, что вот именно как бы человеческое стремление Бога к себе создает физическую материю в человеческом понимании. И здесь вот возникает очень важный аспект сегодняшней лекции, что все-таки именно человеческое, то есть человек рожден и создан из задачи Бога как бы самопознания, да, и следующего развития. То есть у Бога существуют личностные задачи просто человека. Значит, то есть человек — это все-таки объективная, ну, с определенных позиций, что ли, реальность, которая, значит, функционирует по принципу, значит, такому, что вот когда Бог стремится к себе, создается человек. То есть первый элемент создания души человека исходит не из только вот локального создания души, а потом как бы душа вводится в тело, так скажем, да? Это не такой процесс, по сути, на самом деле. Это процесс создания мира, где тело, душа существуют, вообще говоря, одновременно вместе со всем миром с точки зрения Бога. Тогда Бог попадает в пространство спокойствия, управления, и тогда вечность — это есть устойчивое управление. То есть человек, когда осознает, что такое пространство существует, он осознает вечность как устойчивую фазу управления, тогда вообще проблем нет, в этот момент у него нет точно никаких заболеваний. То есть вот это важный элемент управления, то есть он, как только достигает этого управления, он попадает в фазу нормы, и здесь возникает как бы определенная, собственно говоря, что ли, конфигурация, ну, захвата, что ли, этого состояния. То есть нужно это состояние суметь на логике перевести на сознание, тогда действительно вот это реальное состояние, что у него нет заболеваний, переходит в то, что он, например, исцеляется. То есть здесь, когда он там находится, у него действительно нет. То есть, но он находится как бы в динамичном уровне, где душа и тело — это вообще не разрывные понятия. Это как бы одно с точки зрения Бога, это как бы просто как информация, которая правильно и телом, и душой. И вот здесь вот переход на логику, то есть создание времени, вот здесь главное удержать линию времени. То есть чтобы линия времени как-то не повлияла на это состояние. Если это удается, человек выздоравливает. Чтобы это удалось, просто надо практиковать, входя в это пространство. Или если войти в эту точку зрения, то воскрешенный человек, он такой же живой, линия, например, там, биологической смерти, она вообще исключена. То есть смерть как такой вообще в этом случае нет в этом понимании. Поэтому Бог и вечен, что Он вообще не вводит это понимание в предмет своего действия. И для человека он как бы показывает, что он должен, в общем, человек вывести систему восприятия из этого уровня. То есть, например, человек имеет какую-то систему понятий, да? Ну, значит, как сделать так, чтобы каждый человек, значит, знал, понимал, что да, там, воскрешение — это обязательная величина всех, причем, что там вечная жизнь — это, ну, как бы необходимый минимум вообще для системы познания. То есть в данном случае вечная жизнь — это, как бы, вообще говоря, минимальная система, которая позволяет хоть что-то там реально в жизни сконфигурировать, там, понять. И как бы с точки зрения Бога так и есть. Если Бог, например, рассматривает процесс какой-то реальности, да, а процесс же бесконечный, он может процесс воспринять только в случае, если он обладает функцией вечности. Как бы, ну, полностью осознать, да, и это полностью как бы взять под контроль. То есть реальная позиция всего мира — это есть вечное развитие. Так же устроена и душа. Почему она вечна? Потому что это просто каноническое отражение мира, и наоборот, от души мир так и строится. Только в этом случае возможно вообще все, что существует, так скажем. В противном случае молекулы бы стали обрушаться, и, собственно говоря, о чем бы тогда стояла речь? Потому что только за счет познания осуществляется контроль. И на самом деле поэтому осуществлять контроль там, как бы в непрерывном времени несложно. Вот к чему я и пришел, что смотреть в динамическом уровне за развитием души, то есть синхронизация скоростей восприятия и динамики развития души, это несложный процесс, потому что мир такой. То есть для этого достаточно просто встать там жестко, там, скажем, на позицию нормы этого мира, что мир такой, все. Как только мы фиксируем, там, ну, например, там, ногами, да, жестко встать на эту позицию, то все, мы начинаем воспринимать первые признаки организации души с точки зрения ее вечности. Например,
Что нам дает, что мы смотрим, что есть линия там, развития души, что дает там, для вечности, например, там, правой руки? Конкретный вопрос, да? Значит, тогда мы начинаем смотреть, как распределение идет свечения, да? Как изгибаются линии там, входа, например, в сторону правой руки. Вообще, куда входит информация, организовывающая правую руку? С точки зрения, как вообще, ну, например, там, душа организовывает правую руку? Что она там? Через левую ногу там идет свечение. На самом деле, действительно, через левую ногу. Значит, и просто я говорю, что здесь существуют конкретные, например, механизмы, которые позволяют человеку, в принципе, понять, каким образом душа человека взаимодействует, например, ну, как бы со своей, что ли, бесконечной сущностью. То есть в этом случае здесь мы видим такой уровень, что душа человека взаимодействует, например, с определенной, что ли, сущностью в бесконечном мире, таким образом, что здесь мы рассматриваем процессы управления, например, ну, какими-то формами, да, значит, проявления тела, там, звуковыми формами. Можем, например, работать через, предположим, уровень там, бесконечного развития и видеть, что если мы управляем звуковой формой, то звуковая форма может быть совершенно различной, да, то есть она может приобретать тембр, например, внешнего уровня управления. То есть если управлять душой, то душа, в принципе, может давать, например, уровень бесконечного развития через звук, да, например, звук бесконечный, он дискретный. То есть давайте придадим голосу там, звук бесконечного развития. Он обладает функциями дискретности. Например, если мы слушаем вечность, то вечность как бы нельзя сразу воспринять. То есть голос должен создавать дискретные функции управления. То есть он должен быть, например, там, вибрирующим или должен создавать звуковую форму. Как, например, там, птицы ну, передают сигнал на очень большое расстояние, там, километры, десятки километров. Потому что они всего лишь навсего уровень дискретности берут и ловят здесь, и через дискретный переход они попадают туда. То есть скоростные системы взаимодействия в этом мире, они на самом деле не всегда такие, как в законах физики. Одна птица может передать сигнал на десятки километров только потому, что она воспринимает вечность и входит в дискретную фазу этого мира. И получается, что сигнал, который здесь, мгновенно, так вот, сначала летит одна птица куда-то там, потом она показывает как бы путь, также, кстати, пчелы через вибрацию звуковую, дискретную, да, показывают вообще путь и делают миграции очень большие, потому что есть некий разведчик, который показывает путь, но у них же нет никакой системы связи, как бы, да, но у них есть звуковая связь, которая маленьким щелчком там, или за счет придания там, вибрации, например, там, мантровый принцип, да, голос делает вибрационно-дискретные функции управления. И получается, что когда вы начинаете делать управление через, предположим, уже действие душой, да, то голосовые там, функции там, действия физического тела, они становятся более приближенными как бы к естественно там, что ли, природным уровням, более дискретным системам управления. И здесь получается, что вы можете видеть, каким образом вы можете, например, влиять на ситуацию как бы наоборот, да, то есть синхронизировать скорость своего мышления, скорость действия там, или разговора за счет того, чтобы ну, значит, там, влиять как-то на звук речи, там, придавать, или наоборот, пролонгированную систему давать какому-то там слову, да, вводя в понятие, как вот, например, поется песня, которая имеет структуру вечности. Просто за счет мышления во фразу, например, можно ввести свечение вечности, в обычную, в конечную фразу. Тогда получается пролонгированное восприятие у других. То есть речь как бы тянется больше, чем на физическом уровне. И получается другой акцент. Это идет на голосовые связки, и получается голосовые связки начинают работать также, ну, собственно говоря, длинно, да, вытягивая какую-то конкретную ноту. То есть это обратная жесткая связь. Информация и тело человека – жесткая система связи. И получается точно так же, как я сейчас показал систему управления через дискретную там, систему преобразования, ну, предположим, речью, да, или вкладывая смысл там, управления, мы получаем, что мы можем компенсировать, то есть имея просто обычный уровень речи, мы можем в речь вкладывать и дискретный смысл, и получать обратный сигнал, как бы вкладывая бесконечный смысл, как бы информационно вкладывая. Таким образом, мы формируем первую систему, например, физического тела человека, то есть, предположим, кожный покров, система стыковки разных систем
где для души человека это есть бесконечное действие. Вот душа произвела бесконечное действие. Куда попадает данный импульс, да, где он вообще заканчивается и в чем данный импульс, вообще говоря, выражен. То есть где вообще граничное условие действия души, бесконечного действия души. Вот такой вопрос, если задать, то ясно, что для этого нужна система восприятия действия души как бы в бесконечно отдаленную область. Для этой работы и созданы органы человека. Как только мы рассматриваем действие души в бесконечность, мы видим, что создается орган. То есть душа создает орган практически тем, что она постоянно старается работать бесконечно с точки зрения как самого человека, так, кстати, и органа, да, созданного органа, так и тем, что она там, например, передает знания. С точки зрения этого Бог делает, значит, ну, не напрямую, так скажем, точно так, но с другой стороны, Он для вечного органа создает вечное развитие. И получается, что данный орган, например, да, при вечном развитии конфигурирует свет в физическое тело человека. То есть взять любой орган, любую клетку человека, просто в абсолютное поле информации положить, например, и задать просто задачу обычную. Пусть клетка развивается вечно. Значит, клетка начинает стягивать все пространство в тело человека. И таким образом мы попадаем внутрь клетки, да, исходя из логического действия. То есть мы, вот к чему я как раз и говорил ранее, попадаем в автономную систему внутриклеточную, которая содержит в себе все функции именно бесконечного управления. То есть клетка как бесконечная величина. И тогда мы начинаем совершенно четко видеть, что здесь, например, те же самые свойства распределения информации, но они касаются только граничных областей клетки. То есть если мы попадаем в сознание внутрь клетки, то вот переход как бы в бесконечную фазу — это и следующая клетка. Для клетки как бы ну, весь мир существует внутри нее, но при этом переход просто в ту клетку, которая вообще соприкасается, да, с первой клеткой, это есть фактически действие Бога. То есть клетка опознает действие Бога в любой соседней клетке человека, но внутри человека. А когда она кожаный покров, да, переход во внешний мир, то там уже все-таки действие внешнего мира, как бы некий дискретный разрыв, да, вот вибрация речи. Когда вибрация, мы стыкуем внешний и внутренний параметр. Произносимая речь и вибрация, как бы. Получается, что здесь мы имеем очень простой как бы постулат. С точки зрения клетки, следующая клетка — это проявление вечности. По аналогии, вот, с точки зрения человека, то, что соприкасается с человеком, это и есть проявление вечности. Ну, как бы мышление там, от клетки, да, в сторону физического тела. И здесь получается, что если мы начинаем мыслить дальше, то с точки зрения значит, человека, тогда уже, ну, находясь при этом на уровне там, клеточного восприятия, естественно, Бог вечный. То есть с точки зрения основного уровня сознания человек понимает, что Бог вечный, потому что вот так вот, да, идет мышление. И когда он понимает, он видит уже путь Бога в личностном человеческом проявлении. Тогда вот там Богу в личности человека очень просто показывать знания, достаточно, причем человеческие знания, значит, они становятся как знания, передаваемые реально без искажений там, Богом и от человека к человеку. И получается, что здесь мы видим следующий статус организации души. Душа воспринимает себя как личность в целом. Вот если взять фрагмент сознания, то сознание — это все-таки динамическая величина, и сознание — это всегда элемент действия. Это как бы, ну, некий рабочий инструмент, который конфигурируется, там, распределяется. И если рассмотреть с точки зрения философской, что сознание — это там все, что есть, да, то там есть личность как бы внутри, но это всегда все-таки величина, значит, либо она больше, чем личность, сознание там, всей цивилизации, всего мира, либо она соответствует личности, эта величина. А вот душа, есть такая точка, где душа воспринимает себя как личность, то есть она не отделяет себя от самого человека, как таковое. Да? И получается, что когда она
себя, скажем, как таковую не отделяет от человека, то существует такой термин, например, как таковое вообще в мире, да, не внешнее явление, или как таковую, то есть себя саму. То есть здесь получается, что мы, даже понятия здесь как бы несколько слипаются разные, говоря об одном и том же. И то есть внешний мир или там личностный уровень начинает объединяться в структуру управления, где получается, что именно здесь тело, да, физическое и душа — это одно и то же восприятие человека. Вот мы наконец находим эту точку, где значит, душа находится в физическом теле человека в данный момент. Значит, ну, душа вообще, она как бы всегда в физическом, да, считается теле человека, но здесь имеется в виду, мы это видим просто. За счет внешней фракции сознания видим, да, вот душа там, спокойненько, она находится в теле, конкретно соответствует форме тела человека, и тогда, значит, механизм вечности души мы начинаем познавать через действие тела. Например, как физическое тело единого Бога, значит, там, где понятие души и тела часто не, в общем-то, не разделено даже в восприятии там, любого, причем даже объекта информации, не говоря уже о том, что человек в принципе вообще не распределяет здесь их в виде там, внешней какой-то разницы, то здесь получается, что мы уже имеем механизм познания души через действие все-таки уже физического тела человека. Например, там, движение рукой, там, человек выпил стакан воды, как-то вода там, двигается, да, по каким-то там законам гравитации или за счет сокращения там, мышц и так далее. Получается, что мы начинаем распределять следующую систему. Ну, например, человек находится в невесомости. Значит, он пьет, тем не менее, ту же самую воду, вода та же самая, распределение информации все-таки другое. Как бы, что здесь имели? Ну, взяли просто гравитационную там, константу и изъяли. Но это же отражение целого мира, там, например, там, большой Земли, да? Значит, можно изъять большой объем управления, как бы, при этом человек сохраняется человеком. Первый принцип абсолютности действий и существования человека. И если изъять как бы одну за другой, ну там какие-то макрообласти информации, да, то остается только Бог и человек. То есть Бог фактически здесь рядом с человеком, и человек максимально приближен к Богу. Но тогда возникает такой, например, вопрос, можно его там, придумать или поставить. А что вообще тогда все-таки остается между Богом и человеком? Дальше. Так вот здесь вот как раз-таки видна душа в чистом виде, так скажем. И получается, что физическое тело человека — это совокупность как бы всех проявлений мира, где вообще все отделено, как бы, да? И человек, в принципе, себя так и воспринимает, как автономную величину, так скажем. То есть физическое тело — это и есть он, да, в том числе. Или исключительно он, ну, это совершенно правильное восприятие. Физическое тело одно, восприятие, осознание личности только самого себя, то есть физическое тело как некий конструктор. И тогда переход, то есть обучение тела, это как бы вообще напоминает некий тренажер, кстати. Что обучение тела прямой информации от Бога — это просто правильная линия передачи. То есть душа должна просто линейно правильно передавать знания. Тогда понятно, почему она имеет все знания, практически не видоизменяется вообще. Потому что это некий просто, ну, как бы, даже нельзя сказать, что это как канал, но некое средство передачи, некая форма, которая, вообще говоря, так как это все-таки и есть личностный аспект, я все-таки сюда пришел к этой позиции управления, что душа воспринимает себя как личность. То есть нельзя сказать, что это некая только механистическая система, некий просто мостик и все, да, по которому течет информация. На самом деле нет, это совершенно независимый уровень. Поэтому в управлении тело и душа и отделены, в общем-то. И получается, что когда мы хотим совершить там макроуправление, быстро там, остановить там, взрыв в АЭС, да, чтобы не было аварии и так далее, просто-навсего берется свет души, он же четко выделен, тело человека, душа, Бог, значит, берется, проецируется там жестко вместо возможной аварии, но именно с фракцией души. Вечная душа не дает совершиться аварии, потому что там нет понятия вообще разрушения. Ну и так далее. То есть мы начинаем
но тогда мы можем работать вообще через одну клетку. Я же показывал, какая разница, как только мы входим в структуру клеточного управления, клетка может... Нам только надо рассмотреть развитие импульса от одного уровня, от одной клетки к другой. И по аналогии мы получаем, что межклеточное пространство – это структура вечности, то есть так же, как организована душа. Просто надо светить пространством как бы между клетками, если они там рядом находятся, значит, просто как бы логически понять, что существует какая-то линия передачи информации от одной клетки к другой, и все. Этот свет дает вечность. То есть можно одной клеткой остановить аварию или сделать так, чтобы не было взрыва АЭС. То есть клетка сильнее одна, чем там все вместе взятая АЭС. И получается, что тогда мы как бы спокойно как бы можем там одну клетку там, чтобы не было там бесконечное количество времени взрывов АЭС, и в конце концов они преобразовались там в ту энергию, которая не угрожает человеку, да, там взять и на одну клетку поставить все управление. Теоретически мы можем взять тогда другую клетку и сказать, чтобы вся растительность там процветала и так далее. Но зачем вообще другую клетку? Берем в ту же клетку, ставим эту же информацию. То есть клетка обладает бесконечным количеством архивации информации. И отсюда тогда мы начинаем понимать, что ведь душа устроена, получается, по таким же свойствам и признакам. Почему логически ясно? Душа – это как бы следствие, прямой контакт с Богом, а у Бога любой уровень информации, он бесконечный. Туда можно поместить любое количество информации. Вот Бог приходит опять к самому себе, в любой точке своего действия. И видит себя полностью проявленным. Да? Тогда совершенно понятно, почему человек должен быть вечным в естественной жизни. То есть в естественных условиях, там, в принципе, в любых, на самом деле, условиях. Потому что любые условия – это есть отражение реальности, точной реальности. И тогда Бог получает полную информацию о мире. Да? Ну, проблем вообще у Бога нет, он все равно все знает. Все видит. И, казалось бы, зачем ему там, именно так? Здесь не стоит вопрос, что он именно получает как бы ее для себя. Он ее должен получить, вообще говоря, для человека. Потому что он своим отражением дает знания потом, да, человеческие знания. То есть он проецирует на себя, обратный свет дается человеку, человек начинает его понимать, как вообще жить вечно. И получается, что вот этот взаимный обмен, это по сути в большей степени обмен между человеком и человеком, нежели там обмен между Богом, да, и человеком. Поэтому говорят, что сначала там, человек старается решить самостоятельно и обращается к Богу. Поэтому люди и увеличиваются. Что взаимодействие людей, значит, да, это есть фактически их же собственное образование в бесконечном развитии. А тогда совершенно ясно, что всеобщее воскрешение это как бы, в общем-то, опять как бы даже минимально необходимый критерий для того, чтобы была полнота образования. Мы же не можем кого-то где-то оставить там. И получается, что тогда вот мы никакой информации не утеряем. То есть мы к Богу, да, приходим сполна, ну там, вечно живыми, да, там, вечно живущими. Значит, и получается, что как бы исходя из этого критерия, когда, ну, мы там во-первых, люди не должны умирать, по моему учению, а здесь понятно, почему они не должны умирать, даже логически даже понятно. Все должны воскреснуть и так далее. Ясно, что тогда должны быть благоприятные события тогда уже, потому что Бог, не создавший разрушение, Он воспринимает как бы, с точки зрения человека, Он как бы воспринимает как бы для себя, да? Но на самом деле Он опять воспринимает для того, чтобы спроецировать на человека. То есть вот принцип обратной, практически мгновенной проекции. Также устроена душа в бесконечном действии. То есть всю информацию, которую душа воспринимает в огромном количестве, как бы, да, как некое свечение, она практически моментально отдает назад. И получается, что тогда все события, в принципе, для души, они изначально благоприятны. То есть Бог создал всех людей, на самом деле, благоприятно развивающимися. То есть нормально, там, без болезней и так далее. И просто вот когда человек вот этого обратного сигнала, как бы, от бесконечности уже, то есть бесконечность идет на него, потом идет выход обратный, когда вот обратный сигнал, он не очень дифференцирует точно, то получается здесь начинается искажение. Он как бы свой истинно, ну, именно от Бога назначенный путь, как бы не очень рассматривает, получается, и возникает проблема, да, типа болезни, не тех ситуаций и так далее. И здесь возникает вот
там, внутренней, чисто вот личностной ситуации человека, это вообще поиск и нахождение именно пути, который ему показал Бог. Так вот, по аналогии с тем, как действует как раз душа человека, физическое тело человека элементарно за счет просто самоосознания создает вот эти системы восприятия. Человек воспринимает руку, там идет какое-то действие, делает какое-то движение, да, развивается, идет постоянный обмен системами управления, но уже как бы в локальной системе. То есть любое действие человека направлено именно на вечную жизнь. И когда мы вот эту, некую квинтэссенцию, там, некую систему, в принципе, вот суммарного действия рассматриваем как систему именно взаимодействия души и тела в плане того, что тело постоянно осознает, как действует душа, и постоянно из-за этого становится вечным, просто даже из-за этого, то любые вот события могут в принципе решаться или мгновенно, да, в лучшую сторону, или просто находиться постоянно в уровне уверенного, там, ровного, четкого управления. То есть как только человек начинает это осознавать, то есть видеть, как душа передает знания телу, и тело становится вечным. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.